от пациента при попытке думать, особенно при запоминании и воспоминании, появляется сильное напряжение в глазах, они краснеют, потом как бы набухают пару секунд, и потом это напряжение выливается в слезы. Такие итерации повторяются на протяжении всего времени попытки думать. Если несмотря на это продолжать, спустя минут 20 начинает немного кружиться голова и подташнивать, как будто укачало в машине. Любая хоть немного умственная работа вызывает сильнейшую усталость и сонливость. Помимо проблем с памятью и мышлением пропал внутренний голос. К вечеру могут сильно краснеть щеки и немного гореть голова. То, что написано в жалобах в каждом заключении, далеко не полностью соответствует тому, что я говорил. Так как если я начинал свой рассказ со слов «постоянная мозговая усталость», то они дальше уже не слушали, назначали мелдронат, кортиксин и прочие витаминки, и на этом все. Корень проблем – пропал внутренний голос, тот диалог, который с рождения все комментировал и подкидывал шутки, идеи, слова, помогал не тупить везде, быстро реагировать и адаптироваться, а также учиться. Проговаривание в голове стало ручным, а не автоматическим, очень медленным, невнятным и тихим. Также стала очень плохая как долгосрочная, так и краткосрочная память. Пропало всякое автоматическое мышление, чтобы нормально реагировать на то, что происходит вокруг. Нужно все вручную через силу и с большим усилием контролировать. Попытки мышления начали приносить дискомфорт, напряжение и слезоточение глаз, сильного напряжения в висках, затылке и лбу. Если я через силу вручную не буду пытаться думать и проговаривать, то в голове будет пустота, вакуум, что и происходит большую часть времени, так как нет энергии толкать мысли вручную весь день. Проблемы с речью. 1. Из-за того, что мне сложно проговаривать в голове, поток сразу направляется к речевому аппарату, не пропускаясь через фильтр сознания. Из-за этого я могу говорить, не понимая даже сам, какое следующее предложение я скажу, вместо того, чтобы в голове прокрутить несколько мыслей и потом уже четко проговорить результат. Из-за невозможности этого у меня речь наполнена выражениями по типу «а хотя нет», «это я сказал лишнее», «нет, все-таки по-другому», вся речь нечеткая, вскомканная и размазанная, медленная. 2. Очень часто слова в неправильный падеж ставлю из-за того, что рабочая память очень маленькая и мозг не может четко представить, какое следующее слово будет, и соотнести с текущим. По этой же причине я могу не понимать во время написания или говорения, что я уже эту часть предложения сказал, и начать ее дублировать. Вот, например, если с ней у тебя не получится с ней разобраться, то уже никому. Проблемы с энергией, даже самые простые действия стали вызывать полную потерю и так очень скудного количества энергии. 1. Мне стало очень сложно выбирать, даже обычный поход в магазин стал доставлять большой дискомфорт. Если видов нужного мне продукта не один, то я могу выбирать больше 5 минут, даже пачку чипсов, после чего чувствовать себя выжатым как лимон. 2. Простой 5-минутный разговор в универе ни о чем тоже оставляет такое чувство. 3. Понять, в какой последовательности мне нужно собраться куда-то, такой же эффект несет. 4. Да в принципе каждое действие, требующее хоть какого-то умственного ресурса, наносит большой удар по энергии. Проблемы с восприятием. 1. Постоянно переспрашиваю, потому что первый раз слышится не речь, а просто набор звуков. Часто и со второго раза не понимаю, что сказали, поэтому приходится наугад мямлить да или нет, или делать вид, как будто связь барахлит, хотя это делает мой мозг, а не связь. 2. Чтобы понять 5 минут простого видео хоть как-то, мне нужно пересмотреть его раза 3-4 минимум. 3. Чтобы понять один страничку художественного текста, также нужно раза 3-4 перечитать. И то даже после многократного повторения у меня будет очень скомканная и нечеткая картина. Проблемы с памятью. 1. На встрече одноклассников почти ничего не помню из того, что обсуждают, в том числе и то, где я был главной фигурой события. 2. Не могу вспомнить имя преподавателя, который уже как год у меня ведет предмет. 3. Очень все печально с гуманитарными предметами, максимум могу вспомнить дату Второй мировой. 4. Не могу сразу вспомнить, что вчера было, нужно минута 2. Проблемы с учебой. Насколько я понимаю, обучение и мышление во время его строится на том, что некоторая информация запоминается, и за счет того, что мозг может удержать несколько идей, мы можем проводить некоторые связи между ними, сравнения и параллели, образовывая общую картину и приходя к некоторым выводам. Так вот, единственный способ сейчас у меня удержать мысли в голове — это проговаривать ее раз за разом мысленно, как только я перестаю это делать, как и след простыл.
Я не могу сразу проговаривать несколько мыслей, фактов, из-за этого я могу удержать только одну мысль в голове, и то очень нечетко. Чтобы хоть как-то проводить связи, мне приходится по очереди проговаривать по маленьким частям нескольких мыслей, это очень трудно и энергозатратно. В итоге, чтобы связать 3 факта, у меня голова чуть ли не взрывается. Другие наблюдения – 0. Мозг как будто резиновым стал, каждую мысль нужно пропихивать с трудом, и каждое воспоминание вытягивать также, именно из-за этого вязкость такая чувствуется. Я бы мог даже ее сравнить с той, что чувствуется, когда ешь неспелую хурму, только это в мозгу. Прям некий физический зуд. 1. К вечеру щеки краснеют, у других такого не замечал. 2. Как будто есть какая-то странная связь между глазами и мозгом, напряжение в глазах как будто отражает напряжение в мозге, это просто по ощущениям, еще исходя из наблюдений, когда я смотрю какой-то отвлеченный контент, тот же TikTok, и мне нормально то, что в мозг это летит как белый шум и ничего не запоминается, то глаза почти никогда не слезятся и не напрягаются. Но как только я начинаю пытаться учиться или над чем-то попробовать подумать, как почти сразу глаза начинают напрягаться, слезиться, когда я пытаюсь скакать с мысли на мысль, глаза те же движения делают. Напряжение как будто возникает из-за того, что мозг буксует, пытается за что-то зацепиться, но не получается. 3. При попытке думать, помимо проблем с глазами может возникнуть чувство, как будто укачало в машине, подташнивание и головокружение. 4. Прямо ощущается напряжение во лбу, висках и затылке, когда пытаюсь думать. 5. Запахи гораздо хуже стал ощущать. 6. Очень плохо считаю в уме. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 2006 года рождения, дата исследования 31 марта 2025 года. Область исследования – головной мозг, срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, не расширены, размером до 9 мм. Третий желудочек размером 3 мм, четвертый желудочек мозга интактен. Индекс Эванса 0,25. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Краниокаудальный размер правого гиппокампа до 6,6 мм, левого до 8,2 мм. Хиазмальная область без особенностей. Мастомозжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры. Цереброспинальный переход без особенностей. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Данных за наличие онк и объемных образований головного мозга не получено. При введении контраста очаги патологической васкуляризации и не выявлены. Придаточные пазухи носа, в зоне сканирования, пневматизированы. Носовая пригородка S-образно искривлена, смещена влево на 8 мм, слизистая оболочка нижних носовых раковин гипертрофирована. Нельзя исключить булезное строение средних носовых раковин. Заключение. МР-картина уменьшения размеров правого гиппокампа. МР – признаки искривления носовой перегородки, вазомоторного ринита. Рекомендована консультация невролога, КТ околоносовых пазух, консультация лор-врача. 7 сентября 2025 года, М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Есть признаки уменьшения размера правого гиппокампа. В остальном, с мозгом нормально все. Вам нужно обратиться с этим к неврологу, лучше в профильное учреждение, которое занимается подобными проблемами. Также вам имеет смысл сделать КТ околоносовых пазух, там есть патология, которая мешает нормально дышать носом. С этим нужно к лор-врачу. После операции дышать станет легче, и мозгу будет доставаться больше кислорода, и работать ему будет проще. Вопрос пациента. Спасибо большое вам и вашему коллеге за быструю, четкую и качественную работу. Еще такой вопрос, насколько критично это уменьшение? Этот дефект с рождения или приобретенный, это можно определить? Ответ врача-рентгенолога К. М.Н. Котова, М.А. Насколько это критично определяет клиническая картина. А для оценки сроков развития этого нужен МР-архив.